С какого я там раза уже ее отснял? Может, хватит, у меня уже рука болит. Она тяжелая. Если строительный блогер говорит, меня часто спрашивают, значит его никто не спрашивает. Но я все-таки расскажу, чем и как просверлить отверстие в бетоне, железобетоне, кирпиче, быстро, аккуратно, а самое главное, безопасно. Раз уж спрашивали. Ведь ни для кого не секрет, это на самом деле можно сделать устаревшим, долгим и тяжелым способом при помощи перфоратора и насверливания отверстий. А потом долго и мучительно его выбивать. А хуже, если еще попадается арматура. Но зачем, если есть для этого специальный инструмент? И это мощная новинка в моем арсенале. Вот она где сила. И это вам не пукалка за 100 рублей. Друзья, всем привет! С вами Станислав Любецкий, и это канал о ремонте и отделке. И как вы уже догадались, это полезнейший видеообзор моей новенькой алмазной установки вот такого типа. Это KEOS KS350GZ. Двигатель мощностью 3200 Вт с диаметром сверления до 350 мм. И штатив с возможностью изменения угла наклона для сверления под углом до 45 градусов. А вот чтобы провести нормальный полноценный тест, взял пару коронок Golden Dragon 120 и 132 мм. А теперь по порядку. Сначала расскажу об этом инструменте, а потом тест. Не просто тест, а сразу выполнение поставленной задачи. Просверлить два отверстия в железобетонной плите толщиной около 200 мм. В принципе, для начала, я думаю, этого вполне достаточно. Многие спросят, а что же входит в комплектацию KEOS KS350GZ? Двигатель, штатив с колесами и с возможностью наклона до 45 градусов, а также набор для крепления к основанию, это анкер 16 мм, но я себе купил другой набор. Этот скорее оставлю на память. И, кстати, есть возможность вакуумного крепления. Ручка-вороток для перемещения каретки, но вообще наворотит здесь практически все. Крутится, вставляем, крутится, вставляем, наклоняется. Два мощных рожковых ключа для прикручивания-откручивания коронок. Мощные-то мощные, но я бы посоветовал использовать медное кольцо, потому что так гораздо легче откручивать. Проверено временем. Разводной рожковый ключ, скорее всего, предназначен для регулировки опоры штатива. Набор шестигранников для того, чтобы собрать все до кучи, а именно прикрутить площадку на 4 винта, чтобы зафиксировать мотор на каретке и рукоятку для переноса мотора. Инструкция по эксплуатации, рекомендую прочитать. И картонные коробки. Кстати, все было доставлено в целостности и сохранности. А что можно рассказать о двигателе? Как я уже говорил, мощность 3200 Вт. Да, по сравнению с этими 1900 Вт, конечно, разница ощутимая. И, кстати, почему именно KEOS? Одна уже у меня есть в наличии, и в большинстве случаев я ее использую для установки сплит-систем. С бетоном и кирпичом справляется отлично. Все работает, нареканий нет. Ну а эта алмазная установка уже для более сложных задач. Имеется как механическая защита, так и электронная. И это очень важно, так как на этом двигателе я уже не специально, но испробовал механическую защиту. Муфта отработала как надо, это было где-то пару раз. Коронку закусила. И как видите, руки на месте. Включается-отключается двигатель при помощи двух кнопок. Но в целях защиты аппарат может приводиться в действие только при помощи защитного автомата. Загорается информационный дисплей. Далее нажимаем кнопку включения. И что немаловажно, присутствует плавный пуск и электронная регулировка оборотов. На каждой скорости редуктора. Их всего 3. Первая механическая передача. Вторая механическая передача и третья механическая передача, так как для разных диаметров коронок требуются свои обороты.
Все отлично переключается от руки. Не нужно пользоваться ни молотком, ни плоскогубцами. Все достаточно легко и быстро. Что касаемо информационного дисплея, на нем отображается напряжение, сила тока, мощность, температура двигателя и часы наработки. Но если вы увидели несколько минут наработки, это на самом деле я проверял, когда курьер привез мне алмазную установку прямо домой. А если посмотреть чуть выше, над информационным дисплее имеется светодиодная индикация, которая информирует о перегрузке или перегреве. Также эта установка проинформирует, когда нужно заменить щетки. А со стороны выходного вала, кстати, резьба тут 1/4 и 1/2 дюйма. Поэтому не нужно никаких переходников. Ну и тут же имеется кран для подачи воды в рабочую зону. А для скорости подключения быстросъем. А если работать где-то на выезде и там нет воды, то с собой можно взять бак. А если есть местный водопровод, то можно подключиться именно к нему. Единственный нюанс – давление не должно превышать свыше 3 бар, иначе очень быстро сальники выйдут из строя. Мелочь, конечно, но приятно. И это набор для первого ТО – щетки, подшипники и сальники. А вообще производитель дает гарантию 2 года. А что касаемо штатива, сверху на каретке имеется пузырьковый уровень. Есть 2 скорости редуктора каретки для выбора оптимальной скорости подачи двигателя. Нужно помедленнее – пожалуйста. Нужно побыстрее – есть и побыстрее. Вот так вот не крутится. Потому что есть фиксатор каретки. Один щелчок и поехали. А катается каретка по вот таким вот мощным стальным зубьям. А соединяется двигатель с кареткой быстро и легко. Вставил и затянул. Да, все тем же воротком. В общем-то, все, что можно было, я рассказал. Теперь можно и поработать. Отверстие нам нужно сделать тут, и с другой стороны мне тоже нужно сделать. Это я закрепил, чтобы керн не упал и не натворил делов. Устойчиво. Как вы можете заметить, происходит небольшое биение коронки. При том условии, что я забуриваюсь на маленьких оборотах. Это происходит в течение нескольких секунд, пока не сотрутся зубья и не произойдет скрытие сегментов. На втором отверстии все будет гораздо плавнее и без биения. В данный момент коронка уперлась в арматуру, но не беда.
одна арматурка есть. Одно отверстие готово. Приступаем ко второму. На первом попалось несколько арматурин. Что будет со вторым, еще не знаю. Так, температура двигателя 44 градуса. О, арматура! Готово! О, тут на месте остался. Да, тут несколько. Тоже одна арматура, вторая, третья. Тут нормально. 2, 3. С обоих сторон, короче. Все. В общем-то, работа, конечно, это прикольная, но немножко грязно. Это, кстати, когда в арматуру попадаешь, вода начинает выплескивать. А в бетоне идет как по маслу. Все зубчики на месте. Так что все прошло успешно. Итак, что по итогу? В одном у нас раз арматурина, 2, 3, 4. Поэтому коронки с арматурой справились отлично. Так что все хорошо. И вот здесь тоже раз, 2. По-моему, больше не было. Все отлично. Ну что, работу сделал. Быстро, качественно, аккуратненько. Ну, единственное, алмазная установка немножко грязноватая. Но ты помоешь? Ладно, я сам помою. А интересно получается. Быстро сверлишь, но дольше моешь. Люблю, когда чистый инструмент. Ну что, ролик подошел к концу. Тесты прошли успешно. Если вам понравилась эта алмазная установка, то я обязательно ссылку оставлю в описании под этим роликом. Ну и как обычно, пальцы вверх, комменты. Спасибо за просмотр и до скорого.